Помните бородатый анекдот, что любой человек может спрыгнуть с крыши, но только один раз? Ну так вот, человек научится летать не тогда, когда он впервые спрыгнул с крыши и не разбился. И даже не когда он поставил на свой крылатый аппарат двигатель. И не тогда, когда он догадается поднимать этот аппарат в воздух за счет подъемной силы. Летать человек научится лишь тогда, когда он получит способность управлять полетом. Это была основная проблема. Именно это отличает летать от падать. А какое-то время пробыть в воздухе может и хомячок, если его зашвырнуть посильнее. Во-первых, как вы называете такой летательный аппарат? Планер или планер? Нет на данный момент единого мнения ни среди людей, ни среди словарей. Но утверждают, что Сергей Павлович Королёв говорил планер. И мы тоже будем говорить планер в его честь. А планер – это блокнотик с календарем, иначе называемый органайзером. Но до планеров нужно было еще добраться. Привязать на спину крылья, разбежаться и спрыгнуть с холма или с городской колокольни люди пытались очень давно. Большинство из них плохо кончили. Ты такую машину сделал? Угу. У меня вот тоже один такой был. Крылья сделал. Ну. Что ну-ну? Я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает. Настоящие бескультурники, возможно, помнят, я писала об этом в блогах, как в IX веке некто Аббас ибн Фернас в мусульманской на тот момент Андалусии сделал крылья из дерева и перьев и спрыгнул с крыши мечети. Якобы ему удалось пропарить какое-то время, но в конце концов он рухнул на землю и выжил, несмотря на многочисленные травмы. Английский монах-бенедиктинец XI века Элмер из Малмсберийского аббатства, вдохновленный мифом об Икаре, прицепил крылья к рукам и ногам и спрыгнул с башни своего аббатства. Он пролетел 200 метров, после чего упал, переломал себе руки и ноги и сказал, что ему следовало еще приделать себе хвост для стабилизации. Но настоятель категорически запретил повторять эксперимент. Леонардо да Винчи написал целый кодекс о полете птиц, книгу о теории полета с рисунками крыльев и чертежами возможных летательных аппаратов. Птицы, взмахивая крыльями, создают сопротивление воздуха и удерживаются на нем. Воздух, поражаемый крылом, сжимается и становится опорой для веса. Там, где воздух сжат сильнее, опора больше. Писал он в 1505 году, практически интуитивно предвосхитив аэродинамику. Настоящая же аэродинамика, подкрепленная теорией и расчетами, появилась благодаря сэру Айзеку Ньютону, который впервые попытался описать силы, возникающие при движении в воздухе, языком уравнений. Все тщательно посчитав, Ньютон сделал вывод, что самолет невозможен. Он математически показал, что сила сопротивления воздуха растет пропорционально квадрату скорости, зависимость которой сегодня лежит в основе аэродинамики. Подъемной силы, возникающей при этом, недостаточно, чтобы поднять в воздух двигатель, сделает вывод он. Сейчас мы знаем, что модель Ньютона сильно занижала возможную подъемную силу, раз в 10-20, и завышала сопротивление. Но в начале XVIII века авторитет Ньютона был непререкаем, и его пессимистичный вывод надолго сформировал в научной среде скепсис в отношении возможности летающих аппаратов тяжелее воздуха с неподвижным крылом. Птицы не зря машут крыльями, нужно постоянно толкаться вверх. Этот пессимизм продержался до конца XVIII века, до революционных работ Джорджа Кейли. Наблюдая за морскими птицами, этот замечательный джентльмен-ученый
заметил, что те могут долго парить, расправив крылья. Из этого он сделал принципиальный вывод. Крыло не обязательно должно двигаться, чтобы создавать подъемную силу. Келли сформулировал принцип 4 сил, действующих в полете: подъемной силы, лобового сопротивления, силы тяжести и тяги. После 1804 года он перешел к систематическим испытаниям своих планеров, проверяя на практике форму крыла, хвостового оперения, положение центра тяжести, и в конце концов показав, что значительная подъемная сила может возникать и без машущих движений. Кульминацией этих работ стал полет 1853 года, когда его планер впервые поднял человека в воздух. Сам Кейли был уже слишком стар, чтобы управлять аппаратом, ему было около 80 лет. И первым пилотом стал его кучер, который, по легенде, полетав раз в жизни, категорически отказался это повторять. Александр Федорович Можайский, морской офицер, задействовав свое интуитивное понимание работы парусов и грибных винтов и многолетние наблюдения за парящими морскими птицами, в конце 1860-х годов начал строить буксируемые планеры. К началу 1880-х Можайский собрал свой первый настоящий самолет – воздухолетательный снаряд, как он его называл, с неподвижным крылом и паровым двигателем. Но его испытания завершились неудачей. Подробностей неизвестны. Правительство отказалось оплачивать дальнейшие разработки. Российские инженеры того времени сходились во мнении, что крыльями таки надо махать. И после смерти Можайского в 1890 году его сыновей попросили убрать самолет с военного поля, чтобы он людям не мешал. Наконец, американский инженер-самоучка Сэмюэл Лэнгли станет человеком, который чуть не опередил братьев Райт в покорении неба. Дефицит образования и то, что он постоянно делал ошибки в расчетах, не помешали энергичному администратору и неутомимому экспериментатору Лэнгли построить более 100 моделей аэропланов, приводимых в движение скрученными резиновыми жгутами, электрическими моторами с аккумуляторами, пневматическими двигателями на сжатом воздухе и уже существовавшими на тот момент двигателями внутреннего сгорания. Лэнгли был уверен, что преодолеть гравитацию можно только одним путем – сделать аппарат еще мощнее и еще больше. Он симптоматично назвал свои оверсайз-модели аэродромами. Греческим он тоже владел приблизительно. Вся конструкция была сделана из деревянных планок и шелка, что позволило снизить массу аппарата до 14 килограммов. О пилоте речи не шло. Сначала нужно было добиться, чтобы все это летало хотя бы без участия человека. Очень долго его аэродромы летать отказывались, даже когда их запускали с катапульты. Наконец, 6 мая 1896 года аэродром номер 5 успешно взлетел. Машина поднималась, пока не достигла высоты около 25 метров. Примерно через минуту 20 секунд пропеллеры внезапно остановились, заглох паровой двигатель. К восторгу всех присутствующих аэродром не рухнул, а еще около 10 секунд прекрасно планировал и затем мягко коснулся воды в бухте. Расчеты показали, что он пролетел примерно 1000 метров за 90 секунд, развив скорость около 40 км в час. Если бы Лэнгли остановился на этом, он бы заслуженно вошел в историю как человек, продемонстрировавший практическую осуществимость полета аппарата тяжелее воздуха. Однако остановиться не получилось. К 1898 году, на фоне приближения Испано-Американской войны, армия США решила профинансировать разработку пилотируемого самолета. И вот тут нежелание Лэнгли прислушиваться к советам и предупреждениям его инженеров, говоривших, что управление и стабильность самолета в воздухе важнее, чем то, с какой силой и скоростью его зашвыривать в воздух, сыграло роковую роль. Все пилотируемые модели аэродромов с завидным постоянством рушились в воду, едва взлетев.
Лэнгли благоразумно испытывал их над водой. В результате военное ведомство США написало в отчете, что, по-видимому, потребуются годы непрерывной работы, а также затраты $1000, прежде чем можно будет надеяться на создание воздушного аппарата, имеющего практическую ценность. Нью-Йорк Таймс опубликовал злорадную заметку под заголовком «Летательные аппараты, которые не летают». В ней на полном серьезе с математическими обоснованиями утверждалось, что при таких темпах человек сможет подняться в воздух лишь через миллионы лет. Статья вышла 9 октября 1903 года, всего за 69 дней до исторического полета братьев Райт. Blueprints taking form, teaching still to fly. Satellites sting like wind, yet they persevere. День их первого полета, 17 декабря 1903 года, считается днем рождения авиации. После этого развитие авиастроения должно было бы стать лавинообразным. Главная черта пройдена. Отныне каждый новый самолет будет лучше предыдущего, каждый год мы будем летать дальше, выше, быстрее. Но этого не произошло. На целое десятилетие прогресс замедлился. Не из-за отсутствия идей, не из-за нерешаемых технических проблем и не из-за плохого понимания аэродинамики. Самым большим тормозом развития авиации оказались те же самые люди, с именем которых для многих вообще связано изобретение самолета – братья Райт. Потому что они были очень необычные люди. Детство Уилбера и Орвилла Райтов прошло в, можно так сказать, сектантской обстановке. Они не принадлежали в прямом смысле слова к секте, но их отец, епископ Милтон Райт, был одной из центральных фигур затяжной и ожесточенной борьбы внутри христианской конфессии Церковь Объединенных Братьев во Христе. Недоверие к внешнему миру, убежденность в том, что законы могут быть несправедливы, правота не определяется большинством, и в целом верить можно только своим, сформировали психологию братьев. Старший Уилбер по темпераменту и мировоззрению рос особенно похожим на отца. Замкнутый, склонный к конфронтации, болезненно чувствительный к несправедливости и неспособный к компромиссам. В юном возрасте он стал активным участником церковной борьбы, писал памфлеты и выступал публично. В 18 лет он получил спортивную травму, потерял несколько зубов и на несколько лет выпал из нормальной жизни. Он оставил школу, отказался от университетских планов и замкнулся в себе, ухаживая за больной матерью. Ему было непросто найти себе профессию с таким темпераментом. Руку протянул младший брат. Орвилл, более общительный и уравновешенный, увлекся типографским ремеслом. Он сам собрал печатный станок из найденного металлолома, начал брать заказы по сниженным ценам, и вскоре его дело начало приносить прибыль. Орвилл запустил выпуск еженедельной газеты и привлек Уилбера к совместной работе. Братья были трудолюбивы и изобретательны, их предприятие быстро пошло в гору. Они даже начали получать заказы на проектирование и изготовление печатных машин для других компаний. А затем пришло увлечение велосипедами. Трудно переоценить, какое воздействие оказало появление велосипедов в обществе, которое прежде не могло преодолеть сколь-нибудь значительное расстояние по суше без лошади. Возможность поехать туда, куда хочется, без того, чтобы обременять себя содержанием экипажа, эта индивидуальная свобода была опьяняющей. Уилбер и Орвилл быстро заразились велосипедной манией и вступили в местный велосипедный клуб. Поскольку велосипеды периодически ломались, то Райты, самые технически подкованные в клубе, вскоре начали тратить часы на их починку и настройку. Быстро распознав возможность для бизнеса, они сначала стали дополнять свой доход от типографии ремонтом велосипедов, а затем полностью переключились на них. К 1896 году братья начали сами проектировать велосипеды, и машины компании Wright Cycle Company
имели инженерные решения, которых не было у других производителей. Например, втулка колеса с удержанием масла и ножные тормоза. От велосипедов братья уже перейдут к самолетам. Уилбер Райт был первым, кого захватила идея пилотируемого полета. Он начал с чтения всего, что мог найти по теме в местной библиотеке. Этого было немного. А также стал проводить бесконечные часы, наблюдая за полетом птиц. Крупные, подолгу планирующие небесные хищники научили его многому, и особенно осознанию того, что ключевым элементом полета является не тяга и не подъемная сила, а устойчивость. И что между самолетом и велосипедом гораздо больше общего, чем кажется со стороны. У них есть общая проблема – равновесие. Уилбер пришел к парадоксальному выводу. Он понял, что наилучший способ добиться устойчивости в полете – сделать летательный аппарат по своей природе неустойчивым, не жестким. Это был мыслительный скачок колоссального значения. Уилбер и затем Орвилл поняли, что пытаться сделать самолет как можно более устойчивым в воздухе, как делали все до них, бессмысленно в условиях изменчивых воздушных потоков. Самолет должен реагировать и меняться в воздухе, а пилот должен активно и постоянно управлять аппаратом, так же как птицы управляют своим полетом, изменяя конфигурацию и положение крыльев. Уилбер писал: «Мои наблюдения за полетом ястребов заставляют меня полагать, что они восстанавливают боковое равновесие, когда их частично опрокидывает порыв ветра, за счет скручивания кончиков крыльев. Если задняя кромка правого крыла закручивается вверх, а левого вниз, птица превращается в подобие ветряной мельницы и мгновенно начинает вращаться вокруг оси, проходящей от головы к хвосту. Таким образом, она вновь выравнивается, даже если ее, образно говоря, бросает на бок». Давайте сначала введем минимальные необходимые авиационные термины. Вот это движение самолета, когда он переваливается сбоку на бок, называется крен. Вот это, когда он поводит носом из стороны в сторону, рысканье. А вот такое движение от носа к хвосту – тангаж. Все это нужно контролировать, если вы не хотите, чтобы ваш самолет сорвался с высоты и шлепнулся. Самой очевидной проблемой первых летательных аппаратов было удержание равновесия по крену. Ни один из существовавших до тех пор аппаратов не умел надежно сопротивляться боковым порывам ветра. И Уилбер понял, что боковое равновесие нельзя обеспечить просто формой самолета. Им нужно постоянно активно управлять, так же, как велосипедист постоянно управляет своим равновесием. Пилот должен быть не просто дополнительным грузом на самолете и жертвенным агнцем, как это было до этого. Человек, собственно, и должен сделать полет возможным. Братья Райт сконструировали механизм скручивания всего крыла самолета, что могло создавать разницу в подъемной силе между правым и левым крылом. Если самолет начинал заваливаться на бок, то, закручивая крылья, как это делают птицы, пилот мог вернуть его в равновесие. К сожалению, этот маневр приводил к нежелательному рысканью, потому что крыло с большей подъемной силой одновременно создавало большее сопротивление воздуха, и нос самолета начинало тянуть в сторону. Тогда братья механически связали скручивание крыла с рулем направления. Когда пилот задавал крен, руль автоматически компенсировал возникающее рыскание, удерживая самолет на направлении. Они также решили проблему тангажа, того, что летательные аппараты имели манеру резко нырять носом вниз или, наоборот, запрокидываться носом вверх. Райты сконструировали специальный горизонтальный руль высоты, расположенный на носу самолета. Отклоняясь вверх или вниз, он заставлял самолет поднимать или опускать нос. Пилот напрямую контролировал, идет ли аппарат вниз или выходит на набор высоты. В предыдущих самолетах этого контроля не было, а у них
Пилот пользовался рулем высоты постоянно, при взлете, при планировании для стабилизации в воздухе и при посадке. Только после того, как они решили все эти проблемы равновесия в полете, они перешли к тому, с чего большинство их современников начинали, к системе тяги, то есть продвижения самолета вперед. Подходящего двигателя на тот момент не было, поэтому его пришлось разрабатывать самостоятельно. Но это оказалось самой легкой частью проекта. Мотор был не самой главной частью их самолета, а последним элементом целой системы. Райты изобрели не летающую машину, а искусство летать. 14 декабря 1903 года братья Райт подбросили монетку, стоя на пляже на берегу Атлантического океана, неподалеку от поселка Китти-Хок в Северной Каролине. Жребий выиграл Уилбер. Братья молча пожали друг другу руки. Дул холодный порывистый ветер. Уилбер лег на нижнее крыло, а Орвилл, стоя у конца крыла, придерживал аппарат при разгоне. Самолет взлетал с тележки, которая разгонялась по рельсам, и при разгоне его нужно было придерживать за руку, чтобы он не потерял равновесие, пока не наберет скорость. Как вас учили ездить на велосипеде. Ничего, все в порядке. Их первая попытка не удалась. Самолет рванул с места слишком быстро, Орвилл отстал, машина резко задрала нос и упала на мягкий песок в 15 метрах от точки взлета. Молодец. Давай. Прям, давай. К счастью, ни самолет, ни Уилбер не пострадали. Они повторят попытку 3 дня спустя. На этот раз очередь управлять самолетом была за Орвиллом. Он заранее установил рядом фотокамеру и попросил Джона Дэниелса, одного из местных жителей, помогавшим их на протяжении 3 лет, нажать на спуск в момент отрыва. И фотография получилась отличной, так же, как и запуск. Вот этот кадр. Самая известная фотография в истории авиации. Орвилл лежит на пилотском месте, прямо на крыле. Это его подметки. Уилбер бежит параллельно, он только что отпустил крыло. Самолет взмыл над песком у конца направляющей. Он пролетел около 37 метров. И эти 37 метров стали первыми преодоленными человеком в управляемом моторном аппарате тяжелее воздуха. В тот день, 17 декабря 1903 года, братья Райт совершили еще 3 полета. Последний из них под управлением Уилбера стал особенно впечатляющим и составил 260 метров. Хочется сказать, они победили, но на деле самая изнурительная и печальная глава их истории только начиналась. Братья Райт не были наивными романтиками. Они все это делали не для славы и не для удовлетворения юношеских фантазий. Как помните тот мужик, который летал на воздушных шариках? Это было недавно в блогах. Информация о моих других проектах внизу в описании. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Так вот, стартап братьев Райт работал в очень тяжелых условиях. Если Лэнгли строил свои аэродромы на деньги военного ведомства США, то Уилбер и Орвилл оплачивали строительство своих аппаратов из собственных денег, из прибыли небольшой велосипедной мастерской. У них не было ни сотрудников, ни инженеров, ни бюджета на случай неудачи. В отличие от Лэнгли, который мог себе позволить зрелищные провалы, Райты вынуждены были двигаться медленно, точно и без права на неудачу. Они берегли каждый день и каждый доллар. И в этих условиях им удалось обойти всех. И они не собирались отдать плоды своей тяжелой рискованной работы в чужие руки. Задолго до своего первого полета они уже начали готовить заявку на патент. Однако они запатентовали не сам летательный аппарат. В их патенте
номер 821-393, выданным в мае 1906 года, описывалась именно их система управления по 3 осям, которая позволяла пилоту реально управлять самолетом в воздухе. С точки зрения Райтов, именно в этом заключалась суть их изобретения. Не летательный аппарат с неподвижным крылом и мотором, а управляемый летательный аппарат. И это открыло их для патентных конфликтов. Самый громкий и затяжной был с Гленном Кертисом, бывшим, вы не поверите, велогонщиком, занявшимся конструированием мотоциклов и моторов к ним. Кертис изначально заинтересовался авиацией исключительно как потенциальным рынком сбыта своих легких двигателей. И в результате он стал одним из первых американцев после Райтов, поднявшимся в воздух на аппарате тяжелее воздуха. В мае 1909 года Кертис построил принципиально новый летательный аппарат «Золотой жук». В отличие от братьев Райт, управлявших самолетом за счет скручивания всего крыла, Кертис придумал разместить на концах крыльев подвижные поверхности для управления. Иными словами, Кертис изобрел элероны, которые используются в самолетах до сих пор. В технологическом плане это было замечательно. Жесткое крыло с отдельными движущимися поверхностями было куда легче изготавливать и воспроизводить серийно, чем крыло целиком гибкое. Кертис совершает несколько показательных полетов на своем жуке. Его машина летает и управляется великолепно. Аэронавтическое общество Америки, группа состоятельных любителей авиации, заказывает у Кертиса самолет за $5000. Это была первая коммерческая продажа самолета в Соединенных Штатах. С инженерной точки зрения это было важным шагом вперед. С точки зрения братьев Райт это было наглое нарушение их патента. Они утверждали, что элероны Кертиса выполняют ту же фундаментальную функцию, что и их подвижное крыло – управление креном. 18 августа 1909 года Уилбер подал иск и потребовал судебного запрета на строительство, продажу и демонстрацию самолетов Кертиса. И начинается эпоха авиационных патентных войн, на 10 лет затормозившая развитие авиации в США, стране, которая должна была бы стать передовиком авиации, но не стала. Братья Райт очень агрессивно защищали свои коммерческие права. Годы работы в изоляции, без поддержки государства, без спонсоров, научили Уилбура и Орвилла Райтов простому правилу: никто не защитит тебя, кроме тебя самого. Что уютно легло на их мировоззрение, воспитанное с детских лет. Любое несанкционированное развитие их идей воспринималось не как нормальная техническая эволюция, а как личная атака. Очередная попытка сильных, богатых и влиятельных отнять результат труда у тех, кто пробился снизу. Ни о каком компромиссе речи не шло. Компромисс означал капитуляцию. И Райты победили в судах. К 1914 году их патентные претензии были полностью удовлетворены. И с ними уже никто не хотел связываться. В то время как в Европе, особенно во Франции и Германии, авиация развивалась с головокружительной скоростью, в Америке все сидели на своих руках, боясь, что компания Райт их засудит. В результате к 1914 году многие европейские самолеты уже превосходили американские по скорости, маневренности и надежности. К этому времени брат остался уже один. Уилбур, абсолютно себя не щадивший и все время проводивший в разъездах по судебным делам, в конце концов тяжело заболел и умер 30 мая 1912 года в возрасте 45 лет. Смерть брата опустошила Орвилла. Теперь он был один против всех. Он доведет дело до конца. По решению суда практически любой, кто пожелал бы строить или демонстрировать самолеты в Соединенных Штатах после 1914 года, должен был платить лицензионное отчисление его компании. Так было до 1917 когда в разгар Первой мировой войны правительство США заставит крупнейших американских производителей самолетов, включая Wright Interests и Curtiss Company, создать ассоциацию производителей авиационной техники, члены которой сбрасывали все свои патенты в общий банк и пользовались ими за единый взнос. В
1915 году Орвилл Райт продает свою долю в компании и отходит от дел. Он проживет долгую жизнь, будет входить в различные консультационные советы, поддерживать авиационные исследования. Он увидит, как хрупкие самолетики из шелка и палочек превратятся в обтекаемых реактивных монстров, а авиаперевозки станут повседневной рутиной. Его день рождения, 19 августа, будет объявлено Национальным днем авиации. Через 40 лет после его первого полета он в последний раз возьмет в руки управление самолетом. Это был гигантский Lockheed Constellation. Орвилл заметил, что размах его крыльев больше, чем все расстояние, которое он пролетел в первый раз. Он скончается 30 января 1948 года в возрасте 76 лет, на 36 лет пережив своего брата. Сейчас, садясь в самолет в качестве пассажира, вы не чувствуете увеличения своей свободы. Вы чувствуете ограничение своей свободы. Сюда встань, туда не ходи, пристегнись, сиди смирно. Вся ваша свобода ограничена выбором курица или паста. И иногда курица уже кончилась. Но на самом деле самолеты колоссально расширили вашу степень свободы. Вы можете жить, работать, строить семью в таких местах, которые были бы абсолютно недоступны еще 100 лет назад. Самолет переносит вас на громадные расстояния, давая вам возможности решать дела, устраивать личную жизнь, о каких и мечтать не могли люди в начале прошлого века. Самолеты вернули вам огромное количество времени, которое ваши неусидчивые предки затрачивали на путешествия. Расстояния, которые преодолевались за месяцы, вы сейчас преодолеете за несколько часов. А сэкономленные месяцы вы можете потратить на что угодно. К примеру, на наблюдение за полетом птиц, или прогулки на велосипеде, или на общение с братом. На сегодня у меня все. Приятных вам полетов и до новых встреч!